Существует несколько явных плюсов регистрации компании. Двухуровневая миграционная система. Также вам необходимо будет посетить миграционное бюро. Она играет важную роль в экономике государства, высоком уровне надежности и стабильности. Как обстоят дела со свободными экономическими зонами в Германии? Субсидии, гранты и кредиты поможет вам более плавно интегрироваться в местную бизнес-среду. Это делает немецкую правовую систему одной из самых стабильных и предсказуемых в мире. Как мы с вами выяснили в предыдущих выпусках, Германия может не всем подойти для жизни, но к ней точно стоит присмотреться, если вы вдруг решили развивать бизнес в Европе. Германия процветающая страна с развитой экономикой. Здесь базируются такие крупные компании, как Volkswagen, BMW, Daimler, Siemens. Немецкое правительство делает много чего полезного для привлечения иностранных инвесторов. С вами Виталий Черясов и канал «Бизнес без границ». Давайте узнаем, что нужно для того, чтобы открыть свой собственный бизнес в Германии. Абсолютно любая поездка, будь то туристическая или деловая, начинается примерно одинаково. Вам необходимо получить разрешение на въезд. В Германии, как и в большинстве других стран Евросоюза, двухуровневая миграционная система. Что означает, если вы являетесь гражданином любой из стран Евросоюза, вы можете прилететь сюда с туристической целью, либо с любой другой целью и жить здесь 3 месяца, не оформляя совершенно никаких дополнительных документов. Также Германия подписала соглашение с другими странами Шенгенской зоны о том, что граждане Германии также могут жить в других странах, не оформляя никаких документов до 3 месяцев. Если же к вам это не относится, то тогда вам необходимо будет получать визу. И здесь визы делятся на 2 типа. Это краткосрочные, где вы получаете визу до 90 дней, в течение 180 дней это виза C, и долгосрочная виза свыше 90 дней, виза D. А теперь подробнее. Краткосрочные визы делятся на несколько категорий. Туристическая, деловая, для официальных визитов, медицинская, для участия в культурных и спортивных мероприятиях или съемочных группах, на торговые ярмарки или выставки, для обучения или стажировки. Вот перечень документов, необходимых для получения краткосрочной визы. Оформление краткосрочных виз обычно занимает около 15 дней. Необходимо будет пройти собеседование в посольстве, консульстве или центре подачи заявлений. Стоимость составляет 80 евро, 40 евро для детей в возрасте до 12 лет и бесплатно для детей в возрасте до 6 лет. Обычно продлить или обменять визу нельзя, если только не возникнут исключительные обстоятельства. К долгосрочным визам относятся рабочие, учебные, для воссоединения семьи и виза талантов. Процесс получения долгосрочной визы примерно такой же, как по краткосрочным, если вы находитесь в стране пребывания, не в Германии, либо в стране гражданства. Если же вы подаете на долгосрочную визу здесь, находясь в Германии, то также вам необходимо будет посетить миграционное бюро. Что касается ВНЖ, то здесь 2 типа. Это временная до 5 лет и постоянная ВНЖ, которую вы получаете раз и навсегда. Возможно, вы задаетесь вопросом, а как обстоят дела со свободными экономическими зонами в Германии. Здесь они, конечно, есть, но называются они здесь свободные порты. Согласно законодательству ЕС, в Германии существует 3 таких свободных порта. И делятся они на 2 типа по типу контроля. К первому относится свободный порт Бремерхафен и свободный порт Куксхафен. Ко второму типу относится свободный порт Дуйсберг. В свободной зоне первого типа предприятиям не нужно декларировать продукцию. Фактически таможенная служба проверяет продукцию при въезде и выезде из зоны. В свободной зоне второго типа компаниям необходимо декларировать продукцию, чтобы воспользоваться льготами, предлагаемыми властями регионов. Данные товары не проверяются таможенными органами ни при въезде, ни при выезде из зоны. Порты находятся под контролем локальных таможенных управлений, что гарантирует эффективное и быстрое прохождение грузов, а контрольно-пропускные пункты гарантируют безопасность для компании за счет детально проработанной политики конфиденциальности. Существует несколько явных плюсов регистрации компании в свободном порте. К ним относится развитая инфраструктура, одинаковый подход к локальным и иностранным компаниям, стратегическое месторасположение, достаточно гибкое законодательное регулирование, наличие соглашений со странами-партнерами об избежании двойного налогообложения и, конечно, субсидии, гранты и кредиты с пониженной процентной ставкой. Правительство Германии поддерживает не только устоявшихся бизнесменов, но и стартапы. Для этого в стране есть множество бизнес-инкубаторов. К примеру, Techstars Berlin – один из крупнейших бизнес-инкубаторов в Европе.
Он предлагает различные программы поддержки стартапов, включая менторство, обучение и доступ к финансированию. Rocket Internet – немецкий бизнес-инкубатор, который специализируется на стартапах в области e-commerce. Он уже инвестировал в более чем 100 стартапов, которые выросли до компаний с миллионными оборотами. Стартап Автобан – немецкий бизнес-инкубатор, который сотрудничает с крупными корпорациями, такими как Bosch, Porsche, Mercedes-Benz, Университет Штутгарта и другие. Он предлагает стартапам возможность получить доступ к опыту и ресурсам этих корпораций. В Германии, как и в любой другой стране мира, существует несколько организационно-правовых форм по ведению бизнеса. И здесь я хочу заострить ваше внимание, так как от выбора формы будет зависеть размер налогов, которые вы будете платить, ваша ответственность, а также разрешенные виды деятельности в этой стране. Существует всего 7 форм. Первое – частный предприниматель. Такая форма предполагает наличие только одного учредителя и его полную материальную ответственность. Он имеет право также трудоустраиваться и в другие компании, кроме своей собственной фирмы. Годовой оборот не должен превышать 250 тысяч евро, а доход предпринимателя 48 тысяч евро в год. Вторая – общество гражданского права GBR. Такое деловое партнерство могут оформить бизнесмены и представители свободных профессий – врачи, юристы, бухгалтеры и так далее. Лица свободных профессий могут объединяться в партнерское общество, что является третьей формой. Четвертое – открытое торговое общество. Отсутствует уставный капитал, но после регистрации формы обязательно необходимо вести полный бухгалтерский учет. Пятое – два учредителя могут создать коммандитное общество. Один учредитель управляет бизнесом в Германии, а второй после внесения уставного капитала не имеет права заниматься делами общества. Шестая – общество с ограниченной ответственностью ГmbH. Форма схожа с ООО по правам и обязанностям учредителей. Установлен минимальный лимит на уставный капитал в размере 25 тысяч евро. На момент регистрации можно внести лишь половину его размера, остальную часть в течение первого года. Объем ответственности соучредителей ограничен размером доли в компании. И седьмое – акционерное общество AG. Минимальное количество учредителей – 5. Минимальный размер уставного капитала – 5000 евро. Также можно осуществлять дополнительную эмиссию акций. Самыми распространенными организационно-правовыми формами юридического лица, которые выбирают иностранные бизнесмены и предприниматели, в Германии являются GmbH и AG. Дело в том, что они позволяют соответствовать минимальным требованиям, которые предъявляют государственные органы для иностранных предпринимателей, которые прилетают в страну для того, чтобы делать здесь бизнес и получить вид на жительство. Немецкие чиновники хотят видеть финансовую состоятельность иностранного предпринимателя, поэтому лучше регистрировать компанию с уставным капиталом от 25 тысяч евро. Здесь также есть небольшой нюанс. Я не сильно советую выбирать упрощенную форму GmbH UG. Причиной этого является не сколько уставной капитал от 1 евро с доведением его до вышеуказанного лимита за несколько лет, а сколько тот факт, что под UG на сегодняшний день практически невозможно получить вид на жительство в Германии. Вариант 1. Поиск немецкого партнера, который поможет вам более плавно интегрироваться в местную бизнес-среду. Безусловно, он уже обладает знаниями, как взаимодействовать с местными государственными органами, с частным бизнесом, и вы просто-напросто на входе совершите меньше ошибок. Вариант 2. Купить готовую компанию. Готовая компания – это значит, уже существует регистрация в налоговых органах, в торговом реестре, а также есть открытый банковский счет. Вам необходимо будет просто пройти процедуру перерегистрации и сменить данные об акционерах и владельцах в государственных органах и заниматься бизнесом. Третий вариант – это получение кредита в банке на бизнес. Но эта опция доступна только тем, у кого есть вид на жительство в этой стране. Кредит может получить только резидент. Что же касается этапов регистрации будущей немецкой компании, то здесь вам необходимо пройти несколько шагов. Первый – это найти правильного юридического советника. Здесь вы можете обратиться к нашей компании Uppercase. Далее выбрать название для компании и проверить его на уникальность. Подобного названия не должно быть в том же регионе страны. Но если вы решили регистрировать именно торговую марку, то название должно быть уникальным во всей Германии.
Далее найти юридический адрес, подготовить документы для регистрации, зарегистрировать учредительные документы у немецкого нотариуса, здесь обязательно присутствие одного из учредителей. Открыть корпоративный банковский счет в немецком банке, здесь также обязательно присутствие. Пройти регистрацию в немецком суде и получить выписку из торгового реестра. Зарегистрироваться в ведомстве под предпринимателем и финансовом ведомстве. Вступить в члены региональной торгово-промышленной палаты. И последний шаг – это получить налоговый и НДС номера. Банковская система Германии является наиболее развитой и крупнейшей во всей Европе. Она играет важную роль в экономике государства, обеспечивая финансированием бизнес и частных лиц. В Германии действует более 2000 банков, из которых около 100 являются крупными международными банками. Наибольшие немецкие банки – Deutsche Bank, Commerzbank, Deutsche Postbank и Hypo Westbank. Они предлагают широкий спектр банковских услуг, включая депозиты, кредиты, инвестиции, страхование и так далее. Они также играют важную роль в развитии рынка ценных бумаг и финансовых инструментов. Кроме того, банковская система Германии обладает рядом особенностей. Она долговечная, надежная, стабильно развита и международно интегрирована. Немецкие банки активно интегрированы в мировую финансовую систему. Они имеют представительство в более чем 100 странах мира и участвуют в международных финансовых рынках. За обеспечение стабильности финансовой системы Германии и за защиту интересов вкладчиков отвечает Центральный банк Германии – Бундесбанк. Банковская система Германии не является уникальной. Подобными системами также обладают Австрия, Швейцария, Люксембург, Норвегия, Дания, Бельгия, Швеция и Нидерланды. Схожесть в высоком уровне надежности и стабильности банков, а также их международная интеграция. Судебная система Германии является независимой от законодательной и исполнительной властей. Судьи назначаются на пожизненный срок, и они не могут быть уволены или понижены в должности. По мнению государства, это гарантирует беспристрастность судебных решений. Система трехуровневая, включает в себя суды первой и второй инстанции и верховные суды. Каждый из судов рассматривает дела исключительно по своим инстанциям. Я нахожусь возле Федерального финансового суда в Мюнхене. Здесь рассматриваются споры между налогоплательщиками и налоговыми органами, а также жалобы по делам, которые ранее не были удовлетворены судами низшей инстанции. Вообще германская правовая система отличается своей четкостью и последовательностью. Немецкие законы написаны простым и понятным языком, а судебная система обеспечивает единообразие к применению правовых норм. Это делает немецкую правовую систему одной из самых стабильных и предсказуемых в мире, а также обеспечивает полноценную защиту прав и интересов предпринимателей и создает благоприятные условия для развития бизнеса в стране. Пожалуй, не найдется ни одного бизнесмена, кому немецкая система ведения бизнеса пришлась бы не по душе. Конечно, если не говорить о тех, кто предпочитает более серые схемы ведения бизнеса. Кстати, об одной из такой я рассказал в своем сообществе канала «Бизнес без границ», где я каждый день делюсь инсайтами о ведении бизнеса в разных странах мира. Ну, пожалуй, на этом все. Надеюсь, информация об открытии бизнеса в Германии была полезной. Кстати, вы можете подобную информацию найти и о других странах на канале «Бизнес без границ». Ссылку на эти выпуски вы найдете в описании под этим видео. Не забывайте задавать свои вопросы в комментариях, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами, как всегда, Виталий Черясов и видеопроект «Бизнес без границ». Пока!